Привет, народ! Давно у нас не было Версуса. Сегодня сравним Bravado Buffalo S и Bravado Sprung Buffalo. Ну как сравним, все немного проще. Вы знаете, что такое чип-тюнинг? Если несколькими словами, суть заключается в следующем. Вы берете машину и проводите тонкую настройку его бортового компьютера, отвечающего за подачу топлива, фазы зажигания, переключение передач. В итоге машина становится чуть быстрее, чуть динамичнее, возможно, чуть менее экономичной по расходу топлива. К чему я все это? А к тому, что Sprung Buffalo яркий пример подобного чип-тюнинга. Берем Buffalo S, обклеиваем винилом, делаем чип-тюнинг и получаем Sprung Buffalo. И продаем его в 5,5 раз дороже, чем обычный Buffalo S. Профит. Внешний осмотр проведем на Sprung Buffalo. За исключением фар и задних фонарей это почти полный аналог обычного Bravado Buffalo. Однако, эти минимальные изменения сделали машину намного симпатичнее. Она уже не кажется незавершенной. Все красиво. Машина все так же отличается длинной колесной базой и узким корпусом. В версии Sprung диски покрашены, а не покрыты хромом. И это все отличия от версии Buffalo S. Тюнинг у обоих машин одинаковый, поэтому рассмотрим его на примере Buffalo S. Выбор опций довольно обширный, можно поиграть с разными вариациями и кастомизировать машину на свой вкус. Это приятная возможность. У Sprung Buffalo раскраска только одна и снять ее не получится. Вот и вся разница между машинами. А вот теперь вернемся к тому, что я в самом начале рассказывал про чип-тюнинг. Разница между машинами начнет проявляться, начиная с этого теста. Sprung Buffalo чуть быстрее разгоняется, но максимальная скорость у них одинаковая. Вот тебе и разница в цене. Привод у обеих машин задний. И вот опять. Точные цифры вывести никак не получится, но по ощущениям Sprung Buffalo чуть послушнее Buffalo S. Его чуть меньше заносит, чуть меньше задержка на отклик, он чуть аккуратнее заходит в повороты. Длинная база влияет на входы в поворот обеих машин. К этому придется привыкать. Змейки опять же чуть лучше проходятся. И вот это пресловутое чуть во всем. Хотя, возможно, так срабатывает психология человека, что вещь, которая выглядит красивее и стоит значительно дороже по качеству лучше обычной и дешевой. Может и такое быть. Тормоза у машин примерно одинаковые, средние по эффективности. Sprung Buffalo проезжает при торможении чуть дальше, чем Buffalo S. Скорее всего, за счет чуть большей скорости. По грунту машины также едут плюс-минус одинаково. Да я прямо сам капитан очевидность. Что у нас выходит по итогу? Нам продали обычный Buffalo S в красивом виниле с чип-тюнингом. Наверняка это была первая работа нашего общего друга Бейни. Sprung Buffalo во всем чуть-чуть лучше Buffalo S. Проблема в том, что настолько чуть, что я бы ни за что не согласился купить эту машину с переплатой в 5 с лишним раз. Разница по характеристикам не настолько заманчивая, а по тюнингу разницы нет вообще. И за что переплачивать? За зеленые диски и винил? Разве что вам очень понравилась машина в такой раскраске. Других причин не вижу. Buffalo S за свои деньги выглядит предпочтительнее Sprung Buffalo. К тому же это та самая машина Франклин из сюжетной части игры. Уже повод сделать выбор в пользу Buffalo S. А вы считали, что я буду дифирамбы Sprung Buffalo петь? Да с чего вдруг?
Rockstar мне не платит за рекламу тачек с чип-тюнингом. Напоминаю, на этой неделе Спранг Buffalo можно забрать из магазина за 0 баксов. Кому нравится машина, успейте получить ее даром. Если не подсуетитесь, придется раскошелиться на полный прайс. Я продам обе. Мне они не настолько нравятся, чтобы оставлять. Да и место в гаражах не резиновое. Впереди еще много новых машин из обновления, оставлю место для них. Вы еще здесь? И чего ждете? Я закончил на сегодня. Ставь лайк и бегом смотреть другие мои видео. Еще увидимся.